Привет. Подписчики, значит, когда вы выпустили там эфир свой, подписчики сбросили мне тайм-код, на котором вы говорили обо мне. Хотел у вас спросить, какие у вас либо личностные, либо идейные, идеологические вопросы, претензии. Да нет, просто мне также скидывают коды и также просматриваю иногда. Просто когда я, к сожалению, не могу избавиться от того, что когда хоть малейшая критика в сторону цифр идет, и это я считаю неправильно, я, в принципе, сразу высказываю свое мнение спонтанно. Вот. И думаю, что это и не важно. Тебя это зацепило как молодого, но, в принципе, тебе не надо было так говорить, мне не надо было после говорить. Вот. Надо уметь сосредотачиваться на главном. А главное, все равно у всех такая идея есть, что государство должно быть меньше, что Украина хороша была бы, если бы она была финансовым раем для граждан Украины, да и для всего человечества, и что это единственный путь к обогащению украинцев. Конечно, я обращаю внимание, когда люди зачитывают программы свои и высказывают там свои цифры. И скорее мне надо давать уже такие советы, что в вопросе надо разбираться лучше. Ну, глубже. Для этого иногда не надо стесняться спросить. Иногда не надо стесняться даже засомневаться в том, что ты можешь уверенно говорить, а, допустим, не до конца разобрался в вопросе. То есть, как и мне тоже. То есть в вопросах надо разбираться все глубже, глубже и глубже. Так как я этим уже занимаюсь 20 лет, то во многих вопросах просто спонтанно я прошел через все ошибки, которые ты можешь только придумать за 20 лет. Начиная от продвижения до выборов еще в том парламенте, в котором я был, в самом парламенте этих идей, и дальше трансформация идей и подбора способов, что же надо людям такое рассказать, чтобы они таки поверили. И у меня тоже были иллюзии, что если мы им цифрами докажем, то вот уж докажем. Нифига никого цифры не интересуют. Людей интересует всегда то, чем они сами увлекаются. Если они увлекаются верой в доброго царя, то рано или поздно они водрузят себе на голову вместо доброго царя хорошего парня. Или того, благодаря кому не будет войны. Или кто-то ему должен построить дороги и прославлять государство за строительство дорог. А собственную инициативу проявлять не будет. Поэтому пока у народа, у людей, у украинцев не появится веры в собственные силы и что им для этого надо, вот до тех пор наши цифры, наши споры, они не имеют смысла для людей. Поэтому я свое услышал, ты свое услышал. Будем считать, что отреагировали неверно. Я просто хотел бы, это просто важно, у меня же и на стримах, и я вижу в комментариях присутствуют сторонники, а может быть и партийцы ваши, то есть да, реальные люди. Я хочу просто заметить, и эти люди наверняка отпишутся в комментариях потом, я не удаляю ни стримы, ни видео, и все можно отследить, я никогда в жизни не критиковал систему 5.10. Я хотел бы, мы можем поговорить там потом обо всем, но сейчас очень важно просто все равно для людей. Может быть, для вас нет или для меня как, но для людей. Про 5.10 и вот это вот про налог с продаж. Может быть, просто это кому-то будет полезно, я считаю. Полезно будет, если разбираться в этом более глубоко. То, что я понял из того, что ты предлагаешь. По сути, ты предложил, я специально открыл то, что было написано там 10-9 лет назад, еще там первую программу партии. То есть ты практически повторил все тезисы. Это естественно, потому что идеи расширяются, идеи растут, и ты со всеми, ну косвенно ты со всеми тезисами согласен. Безусловно. Потому что, ну, они стали твоими, это естественно. Я не присваиваю себе все эти идеи, это естественный процесс развития нормального экономического развития государства. То есть освободите людей от государства, оно будет развиваться, и для этого есть. Но в каждом пункте есть свои нюансы. Эти нюансы, конечно же, желательно людям объяснять. Да? Как тот же самый ты упомянул, голландский аукцион. Да? О нем говорят уже там 15 лет в Украине. Вот, и просто люди не знают, что такое голландский аукцион. Да?
Некоторые думают, что это в Голландии должно продавать. Вот. Поэтому, да, надо разъяснять, а не просто говорить, что такое голландский аукцион. И почему надо распродать, а вообще вопрос, а почему надо распродать все госимущество? Рынка же нету, война. И когда ты им объясняешь, что само госимущество является причиной коррупции, это важнее объяснять. А каким аукционом оно будет продано, чтобы от него избавилось государство. И по сути, суть не в том, чтобы заработать на этом имуществе, а чтобы государство им не занималось. Оно попало в частные руки. Вот это все вещи надо объяснять. А когда мы начинаем, как глупые люди, влазить в дебри, надо помнить, что государство и чиновники между собой не спорят, правильно? И не спорят, там 20% правильно или 10%. Или вообще, в принципе, между собой не спорят. Да. У них все правильно, то, что одобряет Зеленский и МВФ. Нравится Зеленскому, идем по этому пути. Чтобы больше собрать денег, надо увеличить налоги. Да, сейчас они заговорили, чтобы заплатить солдатам не хватающие деньги, надо не сократить государство, а увеличить налоги. То есть логика у них всегда заканчивается увеличением налогов. И сейчас поговаривают, что надо военный сбор увеличить. А это налоги на граждан Украины. В том числе, ну, обо всех идет речь. А когда мы говорим о 5-10, на самом деле для меня 5-10 не только название партии, но это еще как бы модель, которая, как мне показалось еще там 10 лет назад, лучше работает, потому что была идея все-таки в названии зашифровать вот эту цель. Вот, видите, в названии записано, я буду делать вот это. И, соответственно, за это время мне пришлось самому пройти такой путь от большего понимания, что такое налог с продаж, что такое НДС, что такое все эти остальные налоги, и какие вообще налоги существуют. Слава богу, у меня я университет закончил в Днепре, что-то знал, потом у меня 30 лет предпринимательства. Повезло, что я еще и попал в депутаты, в финансовый комитет, и у меня даже орден от Кучмы есть за разработку единого 10% налога в Украине. То есть такой иконостас. Я в этом очень глубоко разобрался. И если я раньше проповедовал десятину только, то потом я понял, что должна быть просто более сложная конструкция. И она больше учитывает все, что происходит сейчас в экономическом пространстве. И тогда вот возник этот налог с продаж, хотя многие его называют налог с покупок. И вот это начинают спорить. Это налог с продаж или налог с покупок. Тогда родилась такая формулировка просто: покупаешь, платишь. И это стало понятнее. То есть покупаешь, платишь. Тогда другие люди возникли. А как же вот производство, если я для производства покупаю? Покупаешь, платишь, что непонятно. То есть в моей концепции все понятно. Перевозишь через границу, платишь 5%. В какую сторону? В ту или в эту? В любую. Перевозишь через границу, платишь 5%. Покупаешь, платишь всегда. И это одноразовая акция. Поэтому это не считается налогом, как они говорят, с доходов. То есть с оборота, как многие считают. Нет, это не с оборота, это не с оборота. Когда вот, я когда у тебя услышал, ты говоришь, не такое, как вот это у Балашова 5%, а 7% по-настоящему с продаж. Это примерно твоя фраза. И тут же очень просто. Конечно, нам бы до этого поговорить, что ты имеешь в виду под своим 7% налогом с продаж. По большому счету кисло. 7% или 5% для экономики не играет практически никакого значения. Самое главное, что четко обозначена цифра. 7-5. А вот база, на что это распространяется, это уже важно. Это уже нюансы, которые и людям надо объяснять с точки зрения экономической грамотности. Так вот я хотел бы немного хотя бы об этом, потому что вот вы говорите, я не для того, чтобы даже поспорить, и мы там это называли там батл, дебаты, все равно образовалась прослойка общества, которая жаждет деталей. Ну просто вот им это интересно, им нужно это объяснить. Так как я доводил это все до риторики телевизионной, а у меня на телевидении, когда я попадал в какое-то шоу, мне давали, как правило, 30 секунд. Я все это видел, я шутил. Вот, 1 минуту. И мне приходилось формулировки вбивать, буквально повторами. Да. То есть если я уж попал, так я говорю, покупаешь, платишь, покупаешь, платишь, покупаешь, платишь. Это на уровне, знаешь, уже 1 класса. Там ребенок пришел, что ты делаешь? Покупаешь, платишь. Все понятно, понятно. А если я производственник, покупаешь, платишь. А если я частное лицо, покупаешь, платишь. А если я хочу это съесть, покупаешь, платишь. А если я хочу из этого что-то сделать, покупаешь, платишь. И так становится понятнее. Ну, как формула уже забита в голову. В любом случае.
А когда говорят, что с розницей, так как я этот вопрос внимательно изучал, тут же очень простой, потому что, ну, в твоем варианте, я так понимаю, это с розницей. 7%. С Только на конечного. конечного потребителя. Да. Но когда ты посмотришь структуру ВВП любой страны, практически они одинаковые, плюс-минус там сельское хозяйство. Так вот, розница, ты знаешь, сколько занимает розница вообще в торговле, в ВВП. То, Ну, что я всех изучал продаж. в структуре ВВП, я изучал по странам от 17 до 20%. Вот. В Украине это розница 7%, а опт вместе с оптом 14%. Да, То вот есть, то, что я сказал, это тоже с оптом, я неправильно, это опт с розницей, я да, сказал. все это с оптом. В твоем варианте я понял только с розницей, конечный покупатель. То есть это охват экономики 7%. Ну, то есть методологическая неточность просто. Когда ты охватываешь 7% экономики, а все остальное что? Ничего. А можно конкретный пример для того, чтобы это просто имело практический подход? Вот смотрите, 5%, вы, во-первых, как бы признаете, что 5, если мы говорим по-серьезному, это налог с транзакции? Это налог с транзакции, но только там, где происходит купля-продажа. Потому что есть еще транзакции, где не происходит купли-продажа. Например, передача денег друг другу, займы. Займ, я понимаю, да. Да, переброска денег с предприятия на предприятие. Вот то, что говорит Себастьян, что любая транзакция, там 2%. Вот это его метода. Да. Поэтому, если мы загоняем все, что... То есть, условно говоря, мы загоняем в налогообложение весь рынок купли и продажи. То есть производство и потребление. Вот оно все в одной структуре, одной фразы. Покупаешь, платишь. И неважно для чего. Потому что раньше, если мы начнем после этого делить, это я покупаю для того, чтобы съесть, а это для того, чтобы пирожки испечь. Поэтому освобождайте меня от налогов. Вот Оно я не работающее. Я за это и зацепился, я хотел бы на конкретном примере. Вот есть агентство недвижимости Липки. Да? Да. Там работают риэлторы, вы собственник агентства, там работают риэлторы, которые занимаются недвижимостью. Допустим, Да. речь идет об аренде. Квартира, офис $2000 как, в месяц ставка. Как правило, по Киеву комиссия агента 50% от стоимости за месяц. То есть $1000 забирает себе риэлтор. Да. И этот риэлтор работает условно на Липке, они должны Балашову с каждой сделки 10%. То есть 40 идет риэлтору, 10 Балашову. Например, я не знаю вашу внутреннюю кухню, для примера. И когда человек платит $1000 при системе 5-10, $1000 комиссионные агенту, Да. агент здесь заплатит 5%. 10. То есть $50. 10. 10? Да. А почему 10? Ну смотри, вначале агент предоставляет услугу, правильно? Да. Комиссионную услугу. Значит, кто покупает услугу? Покупатель. Значит, он заплатит 5% плюс $1000 государству. Сразу. Так. 5% он заплатит. Человек, когда получит эти деньги, ну, допустим, это агентство Липки, как компания, оно получит, оно уже не облагается. Но если я отдал эти деньги агенту 1000, то агент сам заплатит 10% государству. А почему в этой схеме 10, если 10 у вас налог на зарплату, почему здесь не налог с продаж 5 работает? Нет, смотри. Когда кто-то покупает услугу, он же купил услугу. Просто это транзакция покупки услуги агента. Да. Он ему продал услугу. За эту услугу человек, который купил ее, покупатель, заплатил 5%. Все. А внутри, когда оно липком попало, это если липки, да, оно попало липком, а липки уже платят зарплату, допустим, $1000, всю решили отдать. Ну вот там уже тот человек, который получил, сам платит 10%. Я сейчас про звено, когда риэлтор должен поделиться с агентством, на которое он работает. Условно это $100, 10% он должен агентству. Это внутреннее дело агентства. Все деньги получили агентству. Допустим, у нас есть внутренний договор уже, по которому я риэлтору должен заплатить 70%. Вот должен отдать. Вот я эти 70% с компанией отдал ему. Сам я ничего не забираю. Но риэлтор же здесь заплатит в этой цепочке из этих 10%, да, он заплатит с того, что получил. Это либо выведенный капитал, либо заработная плата, либо вознаграждение. Какая разница? Данная ситуация для агента это вознаграждение. Угу. И он заплатит 10% социального налога.
Я, честно говоря, совершенно по-другому. Хорошо, идем к другой ситуации. У меня был такой бизнес, когда мой заработок был, это комиссия. То есть по договору комиссии, как агентский договор, и так работают очень многие турагентства. То есть мне платили 1 000 000 гривен, моя прибыль реально оттуда это 7%, то есть 70 тысяч гривен. Да. Я как бы в этой системе должен буду заплатить налог не со своих денег, потому что реально с этого 1 000 000 я 930 тысяч перечисляю дальше контрагентам, 70 тысяч оставляю себе. Да. Ну, это, если мы сегодняшнюю будем, да, рассматривать, то Нет, еще... сегодняшний это ужас, сегодняшний Да. это ужас. Поэтому не надо о ней даже думать. Когда мне задают вопрос по моей системе, я могу объяснить практически каждую транзакцию. Покупаешь, платишь. Не важно, что ты покупаешь. Ты покупаешь яйцо для того, что хочешь там пожарить яичницу, или покупаешь услугу. Это все равно товар. Услуга – это такой же товар, как и любой другой товар. Поэтому в данной ситуации что продает агент? И тут настолько все просто, что никто из экономистов мне, как правило, вопросов не задает. А когда они не задают вопросы, у них формируется в голове своя какая-то система, они с ней спорят, они с ней не согласны. Я наблюдал. Да. А вместо того, что... Геннадий, что вы имели в виду вот здесь? Как будет вот это работать? Я, кстати, всегда и предлагал людям, вы не думайте там о ВВП, о всем, а просто применяй к своему бизнесу. Вот твой бизнес как будет работать? Сколько там переделов? А ну-ка, давай мне, насчитай мне переделы. Там Арестович как-то насчитал 12 переделов на ложке. Не, ну это полная чушь, я тут даже не спорю, это ерунда. Можно насчитать и 100, и 200, какая разница, если сочинять. А если реально, то ложка это 2,5 максимум передела на производстве. Вот и оно из этого все складывается. Мы просто не должны стесняться учиться у друг друга. Чему-то я должен учиться у тебя, чему-то ты у меня. Зачем самому шишки набивать? Когда можно спросить, почему я не применял вот эту розничную продажу? Потому что вот она охватывает в Америке всего 7% всей экономики. Все. Остальное у них ходит вне. Я бы вообще американскую систему для нас не применял, потому что это система для очень богатого, честного общества. Потому что я пока еще не представляю, как заставить наших граждан писать декларацию. Всех. Поэтому к этому надо еще прийти. И к этому приходишь через поколение, когда люди уже состоятельные, когда они думают, да не буду я воровать просто из принципа. Тем более мое родное государство дало мне 5-10. Я счастлив, я доволен, все деньги едут в Украину и все хорошо. Давайте не разрушим эту систему. Вот, пожалуй, и из этого все складывается. Из неправильного понимания некоторых вещей. Ну и плюс еще, конечно, там бывает личное привязывается к тому, что человеку важно поспорить. Угу. Вот. Он приходит, он изначально спорит. Он изначально ни с чем не соглашается. Вот у меня бывало такое, что журналистом разговаривает, а потом я его... Он говорит, все неправильно. 5-10 неправильно, это неправильно. Я говорю, а с чего 5, а с чего 10? Опа! Так я наблюдал это много раз на эфирах. Я же помню эфир с Плинским и с Дубинским, когда они там на примере самолета. И Пасхавера я помню, как это все. Он все время пытался что-то высмеять, что-то, но по факту я все эти дискуссии прекрасно помню, это все ни о чем, я понимаю. Ну хорошо, а как вы вот видите все-таки эту ситуацию, я хочу продолжить тему, то, что сейчас все-таки, надеюсь, это не ложный такой как бы позыв, прорастают люди, которым реально интересна альтернатива. Можно по-разному относиться лично. Я с чем-то там, с тем же Себастьяновичем не согласен, с чем-то с Доротичем. Еще есть там как бы общественные деятели, будем говорить. Что сейчас, как сейчас всем этим людям поступать? Или всем нам будем говорить? Тем, кто вразрез не Петя, не Зеля, а вот совершенно другое предлагают. Мы хотим одного и того же, может быть, чуть разным способом, но суть не меняется. Да, да. Нам надо перестать между собой спорить вообще. Не важно, что ты говоришь, если ты дуешь в эту сторону, ты прав на все 100. Я же говорю, Себастьянович я тоже говорил, а при чем здесь цифры вообще? Мы людей по ошибке втягиваем в циферный наш спор, в разъяснение, в то время как пацаны, которые у власти, ничего не разъясняют. Да. Ну, разве что-то разъясняет там наш экономист. Он говорит, МВФ не разрешит. Да. Все объяснение. Или вот это правильно, это неправильно. Какие там доказательства? Да у них все просто надо на налоги поднять. Сейчас надо акциз поднять на алкоголь. Сейчас нужно там, не знаю, еще... Они же пытаются сейчас все поднять. И НДС до 30 поднять, чтобы военным платить. У них рецепт один. Да, и причина здесь, вот солдатам не хватает денег. А как? Надо платить.
А чего вы прячете капиталы свои? Ну и так далее. Поэтому задачу нам надо решать совместными усилиями, не сосредотачиваться на деталях. И тут надо искать общее всему этому название. Там, я предлагаю это название, я к нему долго шел. Вначале был налоговый рай, потом мне парень написал и подсказал финансовый рай. Звучит просто обалденно. В Украине должен быть финансовый рай. Это как-то даже связано там с библейским такой походу к новому царству. Вот возникнет новое царство. Противовес финансовому раю, мы знаем, у нас сейчас финансовый ад. Но когда ситуация непредсказуемая, тебя печет этот черт, или прокурор, или чиновник, то ты понимаешь, что ты в финансовом аду, ты даже не можешь правильно сделать, потому что правильного ответа нет. Повезло, не повезло, проскочил, называется. Поэтому нам надо всем создавать финансовый рай. Что в это входит? У него есть понятие. Возможно, должен появиться какой-то общий манифест, который не вызывает споров. Пусть там будет 10 пунктов, бесспорных. И вокруг вот этого манифеста и надо, наверное, что-то объединять. И более того, не сосредотачивать, твоя партия, не твоя. Перед самыми выборами будет какая-то партия, лишь бы она была, которая будет исповедовать вот эти принципы. Ну, когда ты там, допустим, говоришь, программные документы, и я говорю, подожди, на 90% ты совпадаешь с программными документами партии. Так какую партию ты можешь искать? Еще, когда нету другой партии. И так как есть эта партия, тебе придется к ней примыкать. Потому что это единственная твоя партия. Там может не нравиться Балашов, может не нравится один пункт, два. Но остальное, оно тебе ближе, чем любая другая партия. Вот такой принцип должен быть, и он должен быть объединяющий в том плане, что мы объединяемся вокруг идеи. И артикулировать ее дружно вместе. Угу. Что хорошо делает государство, это оно нас ссорит. А что, посмотри, одни говорят 10-10, а другой вылез там 7-5, а третий говорит 5-10. Да они малохольные. А четвертый 2, они пусть сами разберутся у себя. У нас тут все четко, 20% плюс 5 будет 25. Чего непонятно? Мы государство, мы знаем как. Или вот эта привычка государства организовать панельную дискуссию среди общественных организаций своих же, припевал. Которые попоют, а те соберутся, все, выступили, пар выпустили. Поэтому основой, то, чему можно учиться у Ленина, в том числе у революционеров 19 века, взять власть. А взять власть – это, мягко говоря, убить правящий класс. И тогда надо формулировать, а кто правящий класс для нас, брат, сейчас? Это чиновник, который еще достался с постсоветского периода. И в Украине захватили власть чиновники и прокуроры. Представляешь, у них надо отобрать власть. А это без крови не обойдется. Как бы ты ни крутил. Вы немножко на шаг вперед ушли. Я сейчас хочу к этому вернуться, но передать им вопрос. А вы как-то для себя, наверняка же вы не могли не задумываться. Вот, например, движение Сейфоп, Доротич 70 тысяч предпринимателей вывел. Сейчас во время войны я видел в Киеве митинг этих мафов, кто держит. Они во время войны пришли митинговать. Эти мафы сносят, Кличко у себя, Филатов у себя, там Труханов у себя. Прекрасно мы знаем с вами, что такое мэры и как это все работает. Почему эти люди не упрутся рогом, понимая, что не надо уже никакие Пети Юли, все совершенно нам нужно другое. Это уже пусть будет шкурный интерес. Почему эти люди как-то вот все равно за старое? Или пытаются мелкие вопросы решить, договориться. Я там, кстати, с соратницей Доротича как-то спорил в Фейсбуке, я эту женщину лично не знаю. Вышел этот такой бородатый народа, который такой полусепаратист какой-то, насколько я знаю, уже Медведчук его в свое время перекупил. Я ваші ідеї зараз подам в Верховну Раду, зараз ми ваше питання будемо розглядати. Я говорю, а зачем вы с ним в принципе договариваетесь? Это вообще не ваше. А вот они, вот кто-то нас поддержит и хорошо. Не они, она, конкретно эта женщина, я не буду обо всех сейфоповцах говорить. Вот как этим людям это донести? Для меня пока вот это задача номер один. Их много, реально много, это сила. Я даже пытался воевать на их стороне и возглавить это движение. В 2015 году начался снос этих киосков. И мы тогда, партия 5-10 пришла к ним, говорят, мы вам поможем защитить эти машины, эти кофейные тогда сносили массово, их похищали, их избивали. И мы ввязались в эту битву.
И нас тут же смяли. Как только партия присоединилась к этому движению, тут же смяли. Более того, от нас отвернулись предприниматели, которых мы пришли защищать. Понимаешь, в чем происходит? И я тогда встретился с одним чиновником, ну, так как он был достаточно откровенен, один из ведущих расхитителей этих мафов и зарабичанин. Он говорит: а что ты хотел? С нами прокуратура, с нами бандиты, с нами менты и с нами власть. Мы вас вначале расколем, они так и сделали, раскололи движение эти мафы на две части, смели одну, а потом занялись другими. И этот процесс, он продолжается, потому что у чиновников интерес. Давать временное разрешение, потом сносить. Временное разрешение сносить. Это целый конвейер заработка. И какой можно было вывод, я и до этого знал, что предприниматель не является ведущей силой никакой революции. Ни в какой стране, никогда. Предприниматель является человек, который делает свое дело. И чтобы он пошел в революцию, его надо лишить собственности. У него надо отобрать все. Так сейчас так и случается. Мафы это забирают, разрушают. Вот, возможно, они в будущем и поймут, что единственный путь — это революционный, потому что у них ничего не будет. Голые, боссы, и они поймут, что надо переходить на другие рельсы и по-другому воевать с этой властью. Мирным путем, я тебе так скажу, нам никто не даст прийти к власти с великолепными идеями. Потому что олигархи по ту сторону, они с государством. Крупный бизнес, который обслуживается, государство обслуживает, он по ту сторону. Государственные корпорации по ту сторону. А теперь посчитай, сколько осталось там. А эти предприниматели не между ними, они никогда не присоединяются ни к чему, они решают свои шкурные вопросы каждый день. Но, мягко говоря, если у тебя киоск, на тебя легко наехать. Полиция пришла, закрыла киоск, и ты закончился. Поэтому революционеры настоящие, они всегда жили вне хозяйственной деятельности. Они жили на нелегальном положении. Они как парии. Они должны получать откуда-то деньги и воевать. Воевать за умы людей. Будоражить общественность, разную общественность. Внедрять свои идеи. И здесь только вот то самое, когда тебя начинают поддерживать просто люди и дают на развитие идей какие-то средства. И ты вынужден существовать только за эти средства. Ну, я и согласен, и не согласен. Смотрите, за месяц до начала войны, это был где-то середина-конец января 22 года, все равно эти сайфоп, я видел там с рынков, люди шли, кто торгует на рынках, то есть образцы старых предпринимателей, они все шли туда, реально. Нет, не совсем. Сразу ты должен смотреть, кто их показывал по телевизору. И для чего это движение финансировалось. Их показывали русские СМИ. И говорили, что смотрите, в Киеве недовольны предприниматели. Они наряжены были все в одинаковую одежду. Их свозили автобусами, организованными. Теми же самыми автобусами, которыми возили и до этого на все эти платные митинги. Сами руководители этого сайфоп уши очень сильно торчат от тех, кто давал картинку для РосТВ. У меня нету прямых доказательств. Но это было, так как они ходили все время под моим офисом, это было настолько очевидно. И, конечно же, мы из-за этого поссорились с Доротичем, который, может быть, по наивности считал, что это положительное дело. Он же участвовал в свое время в антиналоговом Майдане. И попытка ему объяснить, что если ты хочешь революцию сделать, ты не можешь сосредотачиваться только на ФОПах. Потому что остальные, кто тебя поддержит? Ты же выходишь ФОПом, кто ФОПом сочувствует? Ну иди занимайся своим делом. Что ты вообще приехал в Киев здесь топтаться? И им объяснял, что вы же в Киев пришли, и здесь вот со всех сторон, ну, кто вас полюбит в Киеве? Это не то движение, которое поднимет действительно и что-то изменит. И я видел, как государство их прекрасно использует. То есть картинка есть, там есть, оба государства используют. И прекрасно двигались. Поэтому это, я не скажу, что это не движение. Потому что движение ФОПов, оно организовано, потому что ты ФОП, я ФОП, все ФОПы, мы типа движения. Но оно не революционное. Не, может не революционное, но выходили, я знаю людей, которые туда ходили совершенно ни при чем. Про Россию и согласен, и нет, потому что я попал в Соловьеву передачу пару недель назад. Я знаю, что сделано специально со стороны Украины, но тем не менее. Могу сказать, что и от меня русские уши торчат, но это все знают, что это не так, кто знает меня.
Я как бы немножко другое имел в виду. Я понимаю, что вы сейчас фактически сказали то же самое, что я перед этим. Концентрация на мелкой идее, так же как евробляхеры, вот Да. только их вопрос решить. То же Это одна из самое. причин. То же самое. Мыслят не глобально, я согласен. Потом надо признать, что очень многие предприниматели мелкие, откровенно не хватает, может быть, это образование сказать. Им очень тяжело объяснить, что вы решаете вот такую маленькую задачу. И если даже вам ее решат, то через год вам придется решать другую задачу, через год третью, более. Чиновник всегда будет создавать проблемы. Нужно решать вопрос глобально. Невозможно объяснить. Да. Вот невозможно объяснить. Потому что они не являются революционной массой, они тебя не слышат. У них есть своя мелкая проблемка, они ее будут усиленно решать. А те люди, которые занимаются революцией, глобально мыслят. Это не так много людей, которые в корень смотрят. Нет, немного. Поэтому вот олигархи, они смотрят в корень, но с абсолютной выгодой для себя. Мне вообще все равно, как твоя партия будет называться. Ты будешь за меня голосовать? За мой НПЗ или нет? Ты будешь вот в этом русле кочевать? А кто ты там, коммунист, социалист, с Януковичем? Мне вообще все равно. Я наблюдал в парламенте такую вещь, я вначале ее не понял, в первый там год, во второй, а в третий год я начал видеть, что ходят по залу какие-то люди и всегда голосуют одинаково. А потом выяснилось, что это все люди Ахметова, просто один у коммунистов, другой у социалистов, третий у Тягнебока сидит, и они все в унисон голосуют, и типа с разных фракций. То есть для политика не существует окраски. Для него вот масса – это использовать ее надо. Свой собственный окрас должен меняться в соответствии с массой или избирательным кластером, которым, если ты коммунист, ну говори коммунист. А то, что ты голосуешь все время за Ахметова, это каково? Ты коммунист или кто? Вот так они действуют. А чтобы поднять настоящее революционное движение, и оно не должно звучать, мы за налог 5-10, это тоже за этим люди не пойдут. Люди пойдут за некой мечтой и за тем, чтобы наказать того, кого они ненавидят. Вот одна из причин, почему голосовали за Зеленского, народ вдруг нашел способ наказать весь политический класс. И Тимошенко, и Порошенко, и меня, и всех. И все голоса отдали актеру. Но это был такой своеобразный Майдан зеленый. Но когда ты начинаешь разбираться, а как красиво государственники нашли Зеленского. Потому что когда они начали высаживать к нему во фракцию людей, сейчас мы видим, одни люди вот этих бандитов, другие этих, а эти в государственном секторе работали, а эти служили всю жизнь в государстве или отмыву денег. И они все оказались в этом. Мы увидели юристов офисов, тех самых офисов, благодаря которым мы дошли до войны. Да. Поэтому... И я хотел бы здесь... Говорите. Поэтому людям надо доносить очень долго, вдалбывать идею, которая начнет произрастать сама. Вот мне кажется, вот ты то поколение, в котором вот те идеи, которых я постоянно повторял в виде форм, они проросли. Они стали твоими. Сейчас трудно отличить, какую ты сам придумал, какую тебе подсказали, или какую ты... Они уже твои. Ты от них не избавишься. Я на этом, кстати, проверял раньше гостей, приглашал и начинал зачитывать. Ну, там человек говорит, я либертарианин. Ну, хорошо. А ну, давай вот по этим пунктам пройдемся, поддерживать. А я помню это, да. Рынок земли там и так далее. Да, одуренно работает. На рынке земли все ломалось, как правило. Поэтому вот эти принципы, которые должны буквально въесться в мозг нации или той группы лиц, меньшинства вначале, агрессивного меньшинства, которое страдает меньшинство, но которое упорно повторяет, что финансовый рай возможен. И что он вот характеризуется вот такими параметрами. И что Украина может быть самым богатым государством мира в короткий срок. Вот это такими словами, судя по всему, надо доходить до граждан Украины. Но переводя это в практическую плоскость просто, меня интересует именно практическое применение. Вот вы сколько лет тянули партию фактически самостоятельно, я имею в виду финансово, конкретно деньги. Да. Финансировали, упорно все финансировали, регистрировали за свой счет. Про нервы я вообще молчу, я все это наблюдал. Финансовый вопрос. На мой взгляд, я не то чтобы сейчас говорю, что вы неправильно делали. Я понимаю душевный порыв, я бы и сам, наверное, так делал бы раньше. Считаю в корне неправильно финансировать самому. Я хочу просто ваш взгляд. Наблюдая за Трампом, как самый показательный пример. Миллиардер, его донатят люди очень активно. Там за день было $5 миллионов, когда вот этот скандал был, суд в Нью-Йорке.
Наши бы сказали, пусть сам миллиардер, да я ему еще ему что-то, а ему не больше всех надо. Практическая сторона вопроса. Вы чувствуете реальность в ближайшем будущем, что люди поймут, если мы не профинансируем СМИ, профинансирует олигарх, партию, все, компанию избирательную, абсолютно все. Коллективные олигархи, я это называю. Реально или нет? Ты знаешь, не важно, кто будет финансировать. Важно, чтобы он был. Когда он появится, я не знаю. На сегодняшний день есть партия, есть идеология, финансирования нет. И об этом надо открыто говорить. Немножко неверно, что прямо я все на себе тянул. Люди очень много давали денег, сдавали деньги, и они все уходили как в песок. Потому что для партийного развития дурные деньги, я их называю. Ну, вот реально дурные деньги. Когда меня спрашивают, а сколько вам надо для того, чтобы выиграть в выборах, хорошо выиграть? Я говорю, 40 миллионов. Готовы мне обеспечить, причем легально. Сейчас это особенно важно. Угу. Или обеспечьте мне присутствие на всех телеплощадках. Это те же самые деньги, вид сбоку. То, что получил в свое время Зеленский на всех телеплощадках, включая Медведчуковский. Везде за Зеленского были. Потому что вот совокупно они ему дали вот тот самый ресурс. Ну и у него плюс изначально был ресурс. Потому что, опять же, олигархи размышляют очень рационально. Есть опросы, глубинные опросы на 50 тысяч, которые говорят, победит любой человек, который имеет положительный рейтинг, свыше 90% узнаваемости. Под это параметры подходили 2 или 3 человека в нашей стране. И все актеры. Это Вакарчук, это Зеленский и, возможно, Верка Сердючка еще куксилась. Вот было бы смешно, если бы Верка Сердючка победила. Это было бы интересно. Вот, один заколебался, другой что-то закапризничал. А Зеленский увидел в этом возможность свою, будущего роста. И получил все ресурсы. Вначале одного олигарха, потом второй подключился, третий, а потом все. Потому что главная цель Зеленского была это сбить политический класс. Того же самого Порошенко. Он был фактически антипорошенко. Ну, конечно, так и я за него голосовал исключительно против Порошенко. Я понимал, что нельзя на второй срок его давать. Я, во-первых, за Порошенко не голосовал в свое время, чтобы там не рассказывали, однотуровый. Я очень хорошо знаю, что это за человек. Но я не об этом. Так все-таки, вы говорите, неважно кто. Ну, так вы не верите в то, что это могут сделать люди? 500 тысяч человек профинансировать. Вы все-таки верите в более крупный капитал? Люди подтянутся, когда будет крупный капитал. Ну, помнишь, у меня был даже такой скандал с Онищенко, когда я уговорил буквально, Онищенко не столько денег дал, когда я его уговорил, специально в Париж летал, чтобы он написал заявление в партию. Мне очень было важно его опубликовать, что Онищенко, ты себе не представляешь, сколько людей пришло и начало методично записываться в партию. Потому что они увидели, ага, денежный мешок подошел, знаешь, более того, там очень богатые люди вышли, так что там Онищенко, ну как там, сколько вы договорились, какое будет финансирование, мы тоже хотим присоединиться. Очень важна вот эта доминанта. Она может быть либо государство тебе дает эти, ну как обычно действующие власти, либо дает какой-то олигарх. Вот за партией должна быть группа очень богатых людей. Хорошо, если они открыто это заявляют. Вот как, либо республиканец, либо демократ. Они же открыто заявляют. Вот я слушал Маска, он говорит, так я никогда республиканцем не был, я за них не голосую. Да, я видел это интервью. Да, я голосую за демократов всегда. И за Трампа я не голосовал. Но у меня есть принципы по поводу свободы слова, Твиттера, ну и так далее пошел. Поэтому у нас люди должны созреть поколение, вот заглядывая там в прошлое Америки, в которой мы находимся, вот отцы-основатели, вот этой, которые прописали эти конституцию, условно, там, Декларацию независимости и дальше Декларацию прав человека, как основу, они были страшно образованные люди. Это уже было 3-е поколение первых плантаторов. То есть люди получили домашнее европейское образование, были все в книгах, все были заражены Вольтером, французскими видением революции, греческими философами. И вот они, так получается, только 3-е поколение действительно может совершить эту революцию. Вот, возможно, следующее поколение, оно может потянуть. Ждать неохота. Да, и мне ждать неохота, и у меня еще быстрее время уходит. Все-таки 62. Но я надеюсь тех людей заразить. Потому что даже с твоим поколением, там, с поколением Зеленских, ну, людям, которым там около 40 до 50,
у меня конфликт с отцом. Я для них отец, который гулял, пил, зарабатывал или разорялся. Короче, нехороший человек. И у них какой материнский характер. Потому что обычно их воспитывали матеря. Вот яркий пример, тот же самый Зеленский. В основном матерью воспитан в конфликте с отцом. Вот у него все время конфликт с отцом. То конфликт с Масляковым, то конфликт с Коломойским, то конфликт сейчас с Путиным. Завтра будет конфликт с Байденом. Я это просто гарантирую. Потому что человек так заряжен. Это поколение идет против отцов. Оно не признает их достижения. Это как нигилисты, вот те у Тургенева. Нигилисты должны все разрушить. Юристы должны все умертвить. Вот ты сейчас посмотришь, все юристы, которые сидят на всех должностях, все юристы. Все вышли из офисов олигархов. Да. Они омертвляют процессы. Посмотри, они сейчас в судах, какая пошла, вот то, что сделал Портнов в свое время, они лазейку оставили. Вот тебя доводят до суда и не приходят прокуроры. Угу. Омертвленный процесс. Вот у меня уже 2 года. Там Лера сейчас говорит, и ко мне прокуроры уже не ходят. Потому что они замутят, сделают, как хотели, как хотела администрация. Накажут человека, даже там до тюрьмы иногда на короткий срок дают. А потом не ходят в суд. Потому что там все разваливается, рассыпается и не держится куча. И сейчас та же самая ситуация. Они, юристы, это привычная манера омертвлять процессы. А вот за ними уже идут их дети, которые их ненавидят, за омертвление не будут. Но они будут восхищаться дедушками. Вот я типа тот дедушка, который ожидает, что внуки будут мной восхищаться. Скажите, а вот как вы считаете, применим ли в политике такая, ну, не назовем это тактика, реалии из бизнеса? Вот вы когда начинали бизнес, и я такую практику проходил, но вы просто раньше, когда вы брали подземные переходы и другие объекты, после конец Советского Союза, начало независимости, ну, прямо говоря, из говна конфетку делая. Да. С небольшими, с минимальными бюджетами, а часто и вовсе без бюджетов. Возможно ли это в политике, учитывая современные технологии, и мы не знаем, что будет через 2 года, какие технологии, применить, чтобы, вот вы сказали 40 миллионов, а если будет 4 миллиона? Реально ли сделать вот такое что-то невероятное благодаря технологиям? Прорыв в плане... 4 миллиона могут дать старт для привлечения 40 миллионов. Сейчас же, вот как и война, да, она очень просчитана. То есть надо огромное количество снарядов, надо огромное пушек, когда это все должно меняться. И понятно, сколько стоит каждый день войны, это возможно посмотреть. То же самое и с революцией. Надо видеть, какой потенциал на будущее. Когда есть этот потенциал, ты можешь спокойно планировать с деньгами. Бизнес-подход здесь не подойдет. Здесь нет такого вложил и получил результат. Да, там. И то в бизнесе сейчас тоже, попробуй угадай. Отсюда берется 100 стартапов, из них один выстреливает. Рассматривать вот такие небольшие партии надо как стартапы. Какая пойдет, неизвестно. Что взлетит, непонятно. Надо ли финансировать, как стартап надо начинать финансировать и смотреть на, как оно поднимается. Из моего опыта общения, и насколько я знаю, у вас был разговор конкретно лично с Коломойским, я особо не рассчитываю, потому что мой опыт общения показывает, эти люди, им это просто не нужно. Они совершенно не хотят рынка конкуренции, они не привыкли в бизнесе работать, конкурировать, они привыкли здесь государство, здесь тендер и что-нибудь подобное. Я прилип, присосался, бабки поднял. Зачем мне хорошие налоги? Для чего? Чтобы я завтра с сотней корпораций или классными предпринимателями, даже своими талантливыми конкурировал? Да, Нет? да. Все в тупик заходит. Вот ты же столкнулся здесь с работой почты. Угу. Это же фантастика какая-то, правильно? Эти несколько почт, конкурируя между собой, доставляют с такой скоростью, возврат, все работает. В нашей стране бытует мнение, что у нас почта, новая почта, это шедевр какой-то там чего-то. На самом деле это не шедевр. И я разговаривал когда-то с тем же Поперечниковым, он сказал, а мы не хотим, чтобы сюда входили китайцы или американцы. Ясно, что они нас задушат. То есть они не хотят конкуренции, ты прав. Наш бизнес часто не хочет никакой конкуренции. Потому что он думает, что да, зайдут сюда корпорации, да, они что-то заберут, они будут работать деньгами, они выдавят или купят. То есть ясно. Но возможности, которые откроются, новые реалии, они фантастические будут. К сожалению, олигархи этого видеть не могут. Но у олигархов есть дети. Дети есть, богатые, наследники. Сыну Вот Коломойского это точно не интересно.
Ахметова сын давно там где-то в Британии. Я, честно говоря, мне кажется, там еще более. Я знаете, почему смотрю? Вот даже есть Роднянский, вы знаете, создатель 1+1, кинобизнесом занимается, который уехал в Москву, сейчас опять он там уже оттуда уехал. И вот я недавно узнал, кстати, с его интервью, я даже не знал этого, что его сын сейчас при офисе президента, он, наверное, чуть младше меня, сын, может, лет 30, значит, при офисе президента, понятное дело, с западным образованием, и вот он у него спрашивает, типа, как отец с сыном разговаривает, ну вот как ты думаешь, восстановление Украины экономическое? И тот начинает говорить стандартизированные фразы. Ну вот, была война, ВВП лет 10 восстанавливать. Какой ВВП? 200 миллиардов, 10 лет восстанавливать? То есть он уже, значит, мыслит какими категориями? 2-3% ВВП рост в год. У него нет даже мысли о том, что нужно рубануть 50% в год, и это реально. Просто из тени вывести рынок, который у нас огромный. Это самый минимум. И это за год плюс 50%. Это дети. А мы должны говорить о внуках. Вот опять же, вспоминая американцев, когда я говорю, что третье поколение устроило отделение от Великобритании. То есть фактически совершили революцию. И создали государство, которое не видано на то время. Первое, вот ты представь себе плантаторы, которые все там быстро зарабатывают деньги, только переселили. Они думают о какой-то независимости. Да, они думают, как от индейцев отбиться, прокормить семью. Второе поколение молится на отцов, чтобы вообще это не забрали. Кругом бандиты бегают, государство образовалось. А вот третье, оно уже мыслит по-другому, оно много читало, оно много знало, оно получило образование домашнее. Лучшие профессора приезжали на богатую территорию Америки их учить, французские, итальянские, и они получали это образование. Все отцы-основатели жутко образованные люди. И поэтому вот эти образованные люди и смогли возглавить то, что произошло вот фактически на территории США. Вначале людям дали полный карт-бланш, свободу, а потом попытались ее забрать. Но ситуация сложилась следующим образом. Так как плантаторы часто были богаче англичан, то когда Англия пришла забирать у них плантации, плантаторы сказали: мы богаче вас, вы кто такие вообще здесь? У нас есть свое оружие, мы купим армию. И они таким образом пошло. Потому что сама территория оказалась бесконтрольной и бесконтрольно богатела по сравнению со всей Великобританией. И в этом был выигрыш. Вот если бы у нас произошли какие-то чудесные условия, что люди начали богатеть, но я сейчас пока не вижу, на чем они могут богатеть. Государство сильно всех подавило. А если они не будут богатеть, то консервируется то государство, которое есть. Потому что люди начинают бороться за выживание. Ему надо справку получить, ему надо в ДИЮ залезть, ему надо зарегистрироваться, ему надо налоговую декларацию писать. Короче, у него столько обязанностей по отношению к государству возникает, что ему некогда думать даже о товаре, который надо выпускать. Вы упомянули Поперечнюка. Я просто должен сказать, на мой взгляд, я с ним глубоко не общался, так, по его примеру еще не очень соглашусь. Я имел в виду больше людей Коломойского, Ахметова, которым это не надо. Поперечнюк, может быть, ему для капитализации это и было бы и хорошо. Я думаю, он понимает это. Я тебе говорю то, что он мне говорил, что они не заинтересованы во вхождении сюда. Ну, не, конкуренции никто не хочет, да. А человек должен быть проникнут духом конкуренции. Если человек не хочет конкуренции, он коммунист фактически. Скрытый капиталистический коммунист, который хочет, чтобы у него были рабы, его дерьмо, которое он выпускали, все без конкуренции покупали. А он даже не развивался. Я, например, я люблю конкуренцию. Я даже настолько ее люблю, что когда возникает сильная конкуренция, я вообще с этого рынка ухожу. Он становится мне неинтересен. Я ищу неконкурентный рынок. Какое-то время работаешь, потом туда приходят люди другие, они у нас быстро все пародируют. А ты оставляешь это дело, потому что это становится неинтересно, ищешь другое. Это правильный ход вот для молодежи, которые... И не ищите рынки, которые уже захвачены. Ищите свободные ниши. Поэтому свободная ниша для нас – это все равно продолжать проповедовать идею финансового рая. Она должна заходить вот как отче наш. Я, например, горжусь тем, что 20 лет не потрачено зря. Очень во многих головах вот это прояснение произошло. И они поняли, что основное зло – это государство. Чтобы избавиться от этого зла, надо ограничить государство. Возможно, это даже мировая революция должна произойти. Потому что ограничивать надо и в Соединенных Штатах Америки государство с его аппетитами. Постоянно залазить в карманы людей. А ограничивать надо Европейский Союз, который лезет в карманы бешеными налогами.
ограничения. Этому я даю, решили раздать деньги тем, а этим мы не даем, а с этих забираем. А когда ты говоришь, а что лучше, чтобы 200 миллиардов было у Маска, и он создавал что-то для людей важное, или чтобы эти 200 миллиардов сейчас раздать бедным? И они ничего не сделают, они съедят на следующий день. Поэтому, к сожалению, у нас произошел вот основная вот эта вот пята Ахиллесова демократии, что настоящее народовластие, к сожалению, выбирает не самых лучших. Хотя тот же самый Либон писал, что аристократия настоящие умные люди, должны научиться пользоваться безмозглостью толпы. Мгм. Научиться. И он даже пишет книгу, как вращать толпу, как вести за собой и так далее. Это важный аспект. Надо этому учиться, тренироваться. Это то, почему я человек там супер свободных, заезженное слово либеральных взглядов, хотя это как бы уже ругательное, да, обозначение. Я не считаю, я больше вот как Ли Куан Ю считаю, который говорил, что $5000 без доходов $5000, никакой демократии быть не может. Демократии быть не может. В Швейцарии, сразу мне противовес, вот в Швейцарии там построить где-то мостики или улицу переименовать, референдум проводится. Я говорю, а вы посмотрите соцопросы за год до войны, половина населения была против НАТО. Они видели каких-то врагов в НАТО. Ракета прилетела, быстро все в НАТО захотели. Я не хочу таким способом, чтобы люди умнели. Есть вещи, которые на поверхности очевидны. Почему я даже расстраиваюсь, когда вы говорите, вот следующее поколение. Я вообще никак не готов ждать. Потому что сейчас я в Америке, там, как и вы плюс-минус одно время приехали, там 7 месяцев я просто сейчас смотрю и понимаю, какую можно было делать конфетку из Украины. Мы просто могли быть лучше, инновационнее в 1000 моментов. Не как быть тупой обезьянкой, копировать, пародировать самые хреновые вещи. А лучше быть, внедрять, опережать. И это была бы просто супер страна. Она географически просто в шикарном месте. И масса других преимуществ. Нам надо 40 лет побыть Америкой 19 века. Вот с полной свободой. Я прошел этот период, когда в 1988 году вот только регистрировать начали кооперативы. У меня был первый торговый кооператив в Днепропетровске. Это был клондайк для нас. Мы были настоящими капиталистами, ранними. То есть было все ниши свободные. Кто бежал, куда дотянулся, и оно работало. Но я также помню, как нас ненавидело население в том плане, что заводы закрывались. Эти старые советские заводы. И они ненавидели своих мучителей, директоров. А директора красные прекрасно направляли на нас. Вот из-за них, из-за этих переходов, из-за этих коммерческих магазинов мы тут вот страдаем все. И это сохранилось у народа. Это еще долго будет меняться. И я же говорю, что все начнет, наверное, происходить тогда, когда доходность отдельного гражданина будет более весомая. Должен появиться класс более свободно мыслящих. Мы сейчас сильно зависим все от денег. Нас очень присадила в том числе и война. Безусловно, вообще безусловно. Просто весь процесс... Вот я тебе советую, посмотри обязательно фильм, сериал «Адамс». Там как раз рассказывается о вот этих первых революционерах, которые вот только начали поднимать эти все за декларацию независимости. Так называемые братья свободы. Адамс. Просто ты посмотришь, как это происходило у них на раннем этапе. Вот когда Англия попыталась забрать свободы. И они дали отпор. Но только по одной причине. Я сказал, в чем причина, что они дали отпор? Да они были богаче англичан. Англичане уже контролируют то, что вышло у них из-под контроля. Потому что если твой работник будет богаче тебя, какой ты руководитель компании? Понимаешь? И вот так оно должно происходить. Так же, как мы поступали с этими коммунистическими билетами. Как только я почувствовал, что я богаче этого председателя райкома, как я думал, я выбросил партбилет. Нафиг он мне нужен, платить им партвзносы. Поэтому вот тогда разрушается власть вот этих отцов. Когда дети становятся умнее и богаче. Вот почему я верю в следующее поколение, что они станут умнее и богаче. Возможно, да, сейчас они проходят, вот эти вот детки, проходят, такой сказать, юридический ликбез для себя. Многие в тюрьму отправятся, многие в бегство, как и предыдущие. И с этой плеядой тоже произойдет. И они ничему не учатся, что причина в этом
том, что сейчас вот Януковские бегают, там, Порошенковские бегают по всему миру, по судам ходят. Причина, то, что вы всегда способствовали, чтобы это государство выживало в ее ужасных, уродливых формах эксплуатации населения и создания условий для какой-то избранной элиты. Только избранная элита меняется, как выяснилось, и очень быстро. А вы потом бросаете дома. Кононенко у меня под окнами дом строил. Только стал этим, с Порошенко пришел, и строит дом. Как раз все Януковичи убежали, он строит. Построил красивый дом с кортами, все, шикарный дом. До сих пор он в Киеве чистенький стоит. Где Кононенко? В какой жопе он живет? Но тогда с Кононенко было невозможно разговаривать. Они небожители. Как ты сейчас будешь разговаривать с окружением Зеленского? Эти еще похлеще. Да. Поэтому у нас остается одно, это здравым смыслом. И мы умнее выглядим тогда, когда мы говорим примерно хотя бы одно и то же. У нас тоже легко дураками говорить. Это все, загрызли. 5-7. Они еще вообще ничего не получили. Сидят в Америке, спорят между собой. В чем вы спорите? А у нас все-таки надо людям рассказывать. Я вот сейчас советую некоторые фильмы посмотреть. Само движение «Сыны свободы» в Америке, которое начинало вот это в Бостоне, это движение освобождения Америки от иго империи. Вот из чего они складывались, мне было интересно, а кто движущей силой был? Контрабандисты. Контрабандисты оказались движущей силой, потому что им начали перекрывать потоки. Я тоже, мне это запало как-то в голову, думаю, ну смотри, Януковичи разбежать, надо к ним обращаться. Ну, вы можете искупить, как возвращение блудного сына, вы можете искупить свой грех только тем, что создадите в Украине финансовый рай. Ни один не шевелится. Они продолжают бредить своим величием, типа Азарова. Да, конечно, конечно. Что они что-то хорошее сделали. Когда все зачеркнулось после того, как вы бежали, а тут еще и Путин напал. А вы все в Москве сидите. О чем вообще говорить? И, кстати, я тебе посоветую вот осторожней с нарративами. Потому что есть нарративы, я очень хорошо отслеживаю, удачно, все эти, которые сеет Кремль. Вот сейчас все, кто говорят, что надо остановить кровопролитие, надо сохранять жизни людей, надо уступить, это нарратив Кремля. Как они его распространяют, я не знаю, у меня нет сведений. Но те, кто так говорят, они говорят в унисон со всей этой плеядой. И это видно, что тут этот сказал, этот сказал, этот сказал. И один и тот же нарратив понес. Повторяющийся нарратив. Что украинцам надо беречь своих людей, надо какой-то мир заключать, перемирие, быстрее. Крым не лезть. Поэтому вот осторожнее надо, когда такие нарративы звучат. Это, кстати, всего лишь подтверждает то, что некоторые люди говорят нарративы. Нет, так я так говорю, если я действительно так считаю. То они меня могут использовать, то, что они сделали там. Вот, да. Тогда они тебя будут использовать. Опять же, ты же не забывай, ты же опыт еще, да, он приходит со временем. Иногда то, что ты искренне думаешь, да, надо подумать, а говорить ли это. Я в своей жизни тоже наговорил очень много того, чего бы я сейчас бы уже не сказал. Просто если ты занялся политикой, надо следить за разговором. Тебя слушают люди, в том числе везде. Если ты кидаешь такой нарратив ты популярен, а этот нарратив совпадает с нарративом Кремля. Нафиг он тебе нужен? Так лучше вообще не говорить об этом. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть почему нарративы появляются? Потому что много людей так думают. Их надо подтолкнуть еще. Потому нарратив же не появляется. Они такие, о, подожди, классный нарратив. Сейчас давай проверим, как он зайдет. Очень хорошо Венедиктов распространяет нарратив. Шари отлично засаживает нарративы. Когда он говорит, что не народ с ним работает. Много людей, как есть открытые агенты на зарплате, а есть непонимающие агенты, которому, возможно, там и зарплату даже платят с какого-то, он даже не понимает откуда. Но ему скажут, да скажи вот это вот. И понесла. Ну, тут сейчас дело в том, что если затрагивать эту тему, я в частности в таком положении, я, во-первых, все-таки фильтрую, чтобы Украине навредить, какие-то вещи там на эмоциях, потому что, я еще раз говорю, я так думаю, были сказаны, но говорить что-то противоположное, глядя на то, что делает этот президент и его окружение, я просто там, у меня и записаны кое-какие вещи, которые ждут своего времени, зная кое-какие подробности, ну,
Люди просто ужаснутся после войны. Я как бы заложник в этой ситуации, вы понимаете? Не говорить, это не быть собой, и ты чувствуешь, что это как бы правильно, а ты это не сказал, но сказал, попал к Соловьеву. Ты знаешь, когда говоришь в виде совета, лучше заходит, чем в виде критики. Я на этом, правда, продержался 6 месяцев, и они активизировали уголовные дела. Но когда ты советник президента, ты даешь ему совет. Это выглядит мягче. Это же самая критика, да, но она в виде совета. Мне кажется, вам надо было бы сделать вот так. Ты не дай... Вот когда убираешь с речи оценочные суждения, у нас же как люди, ты знаешь, в чем ты не прав. Слушай, дальше не говори. С этого не надо начинать. Классно сделал, а можно было вот так сделать. Что-то, что он повезло нам в какой-то степени с этим президентом. Черт его знает, как другой бы вел. Все идет вот так, как оно идет. Все идет ему в руки, возможно, он просто фартовый. Но то, что он будет победителем, и это уже будет его проблема, когда он как победитель корону поймает, звезду вот такого размера и перестанет вообще кого-то слушать. Это тоже можно наблюдать, что а кого слушает? Мы ставим себе вопрос, а кого слушает президент? И дать совет президенту, а вы не хотите послушать альтернативную точку зрения? А вникнуть в ситуацию? Что на самом деле в стране происходит? Ну, я вижу, что пока он не в этой теме просто. Совсем не в этой теме. Я уже буду, следуя вашему совету, принимаю во внимание, дальше не буду говорить, потому что у вас там свои дела, и я не хочу просто навредить. Не, мне не навредишь делами. Они Да ничего себе вялые. Я уже приготовил, что лет 5 не будет являться прокурором, по срокам закроют. И все. Это такое наказание мелкое. Непонятно зачем и кто на этом что поимел. Вот вопрос. Я могу только сказать, что это честно, это может звучать как угодно, это не самый худший вариант, зная, как они, в принципе, практикуют некоторые другие вещи. Это да, одна из позиций, почему я уехал, я не собирался уезжать. Я приехал туда в марте месяце, и провел до августа, и не собирался уезжать. Но когда я через эти посты домой проезжаю, меня все время останавливают, обыскивают, смотрят, и я начал подозревать их, а вы мне сейчас наркотики или гранату подбросите. И вы меня сейчас упакуете легко, и поэтому, когда выезд, можно уехать. Ну и хорошо, я не буду сейчас через посты ездить. Чисто, потому что в моем возрасте попасть в тюрьму, не совершая никаких преступлений, то надо умудриться. Да, это вещи серьезные. Смотрите, Геннадий, а не кажется ли вам, что у меня что-то такое в голове засело? Если не сейчас, после войны, вот политический процесс, или там, когда будет окончание войны уже близится, виднеться, если не сейчас, то никогда. Я имею в виду, если люди сейчас не поймут после этого стресса посттравматического, после ужасов, которые многие пережили, там, на границах, как с ними там на пропускных пунктах обращались с маленькими детьми. То есть государство вытерло ноги, оно не уважало, не предупредило, не подготовило, не отпускает. Вообще миллион разных проблем. И предприниматели, в том числе, многие пострадали. Я там 15 февраля переговоры вел про финансирование, хорошо не заплатил никому там крупные суммы, которые должен. Ну, то есть кто-то рожал детей в это время, кто-то болеет, там, ну это кошмар. Если после этого не проснуться, то не проснуться никогда. Вот как вы думаете? Послевоенную депрессию никто не отменял. Будет колоссальная депрессия. То есть наши эмоции во время войны зашкаливали за 150%. После войны они упадут чуть ли не до нуля. То есть компенсация организма. Ну, так скажем, общий организм – это народ Украины. Эту компенсацию каждый будет восполнять как сможет. Не будет хватать эмоций. У политиков не будет хватать слов, чтобы возбудить эмоции. Пропадет интерес ко всему. И на это потребуется время. За один день ничего не получится. Опыт человечества говорит о том, что лет на 7 это будет трудный процесс становления чего-то нового. Потому что старое точно не будут принимать. А вот что новое? Южная Корея показала, что через 7 лет они выбрали настоящее демократическое правительство, которое дало старт развитию экономики Южной Кореи. Послевоенная, допустим,
Советский Союз, который в 1945 году закончил войну, через 7 лет, слава богу, потерял Сталина и начались преобразования, выпуски из лагерей. И вот эти 7 лет, они фигурируют все время, наверное, на восстановление вот чего-то. Ну, во-первых, надо достаточно забыть войну, убрать, восстановить. На это сейчас будет тратиться время. И в это время усилится государство. Я даже думаю, что вот Зеленский может свернуть с пути, сейчас у него типа автократии такой, то он может свернуть на диктатуру, попытаться. Они все через это почему-то проходят, потому что вот окружение юристов начинает зализывать ему мозги. И жопу, мозги, все. Согласен. И я уже услышал от одного агента, он говорит, так Зеленский не проигрывал ни одной войны. Это уже нарративчики они бросают, чтобы уничтожить как личность. Вот то, что произошло с Саакашвили. Безусловный победитель, реформатор, и вдруг на втором сроке становится практически диктатором. За что сейчас и сидит. Человек слаб. Вот пожелаем Зеленскому одного, чтобы он понял, кого подбирать в окружение. Потому что если бы он сменил окружение на вот то самое либертарианское, возможно, это было бы его спасение. Вы понимаете, зная, как это было в «Квартале», когда идет творческий процесс, и там кто-то что-то не так скажет, сразу до свидания на выход, и глядя, с кем он пришел? Богдан, но они планировали его терять изначально, они его использовали, ладно. Шефиры были, которые, по сути, создавали «Квартал», я имею в виду, как бизнес-структуру. Это Шефиры и Тимур Миндич. Шефиры уехали из Украины, потому что их выдавил Ермак. Мне это вот рассказали 2 недели назад. Все, и уже никто не спрашивает их советов. Я не знаю, как там личные, там корпоративные права он переписывал на них, когда президент шел. Это не мое дело. Меня интересует Украина. Все, уже Ермак фаворит, всех вытеснили. Об этом это проблема личности. Если он будет таким образом вести, то они его доведут до Цугундера. Он уже но для народа, для Украины, к сожалению, будут эти трудные 7 лет. Пока американцы нами будут заниматься, пока будут нашими долгами заниматься, там сейчас компания эта большая американская приехала нюхать финансовые спекулянты, BlackRock, жуть, черные скалы. Вот, они приехали, значит, уже нюхать. А что они нюхают? ОВГЗ они нюхают. Понимаешь? Государственные долги они нюхают. Они нюхают государство. Сколько государству надо дать, чтобы с него выдрать? А ведь не приехали компании, чтобы нюхать здесь либертарианство нам устроить. Америку 19 века. Они сразу хотят нам делать что-то. Ну, то есть, для начала загнать еще в большие долги. Деньги населению не достанутся. Я спокоен немного за недвижимость в Киеве только. Ну, может быть, во Львове. А во всей остальной территории проблемы большие будут. Увеличение такого города, как Киев, чуть ли не в 2 раза будет. Это приведет к социальному напряжению в столице. И вот оно за 7 лет, возможно, накопится. Какие идеи там прорастут? Возможно, там прорастут идеи обиды. Подождите, мы народ-герой, вернулись, а нам государство жопу показывает. Так его сократить надо. Его надо кастрировать, это государство. Но пока они до этого доберут. Может быть, появится такой либертарианец, за которым пойдет этот народ. Но он должен быть своим. Я так уже фантазировал, хорошо бы, если бы Залужный захотел там 5-10 и свободу дать людям. Обалденно. Вообще любой популярный человек, если он примет эти идеи, то, пожалуйста, он может возглавлять партию. Партия есть. Я не держусь там, мне говорят, ну, он там всех выдавил вокруг. Да я ждал все 20 лет, когда придет второй Балашов. 3-й, 4-й. И они не появляются. Таких дурных мало. Поэтому нам предстоит в фильме «Как убить дракона», там был такой эпизод, когда нотариус многоопытный одевает ушанку, говорит, приготовьтесь, будет зима. Зима будет долгой. Вот послевоенная зима меня даже пугает больше, чем сейчас война. Сейчас люди еще идут на, как знаешь, как в драке под адреналином. Да. А потом будет много дней болевой синдром. И этот болевой синдром может перерасти в другую болезнь. 100%. Когда силы уйдут, и человек ничего не сможет делать, он будет лежать, эмоций никаких, война закончилась, страна не наградила, или вообще ничего не дала, или ты дом потерял,
Все, выше эмоций в жизни у нас уже не будет. Я даже не, ну, Майдан был эмоция, там, переход из Советского Союза в капиталистическую Украину были эмоции, но не такие. Война — это уже предел эмоций, когда ракеты прилетают в дом. А эти эмоции, вот потом их не будет. Сколько надо подождать, чтобы появились эмоции? Да. Ну, вы просто это рассматриваете как с точки зрения, скажем так, психологии, даже, может быть, физиологии, но информация это сейчас распространяется быстрее, чем после Второй мировой, и я имею в виду, Она что эти процессы, искажается, ты же знаешь, что она искажается. И искажается теми, у кого деньги. Ботаферму ты же не имеешь, и я не имею ботаферму. Сегодня юристы Зеленского подмяли под себя все телевидение в Украине. Только хвалебные речи. Это идет искажение самого политического процесса. Они могут говорить, мы демократы, вот, пожалуйста, ну, пойди выступи на телевидении. А они научились использовать уже государство. Если в 2014 году никто не мог пользоваться этим Фейсбуком и Ютубом, то сейчас ботафермы просто потрясающие. Я тут Дульского смотрел. Вот Дульский умирал, жаловался, что у него вообще нет подписчиков. Вдруг смотрю, у него 30 видео выпустил, и уже 1 миллион подписчиков. Только потому, что он гонит на Зеленского, окружение в Бахмуте. Он предал страну. Соответственно, ему платят за это, его разогнали до 1 миллиона. Я посмотрел, сколько видео? 30 штук. До 1 миллиона. У меня 2500 видео, если не больше. Поэтому очень зависит от того, вот наше спасение, раз мы в этой лодке оказались, нам надо все время друг друга упоминать. По делу и без дела. И без критики. Что-то услышал, да? Это правильно он сказал, вот как говорит ссылка. Вот смотрите это видео. Потому что вот так набирается органически круг сообщников. Да, быстрее передается. Но вопрос, что передается? Это очень большая проблема. А мы сейчас входим в эру дипфейков, когда по телевизору могут голову отрезать, а это потом оказывается дипфейк. Или еще какая-то хрень, дипфейк. А качество их растет. Искажение информации. Кто может делать дипфейки? Очень богатая организация, у которой есть на это ресурс. И опять мы все равно входим. Новые технологии на какой-то период они дают нам преимущество. Но очень на короткий. Потом государство это все начинает возглавлять, своих людей высылать, понимать начинает. Вначале бедные пользуются этим, потому что от безысходности, смартфонами. А сейчас, смотри, уже каждый богатый, у него в смартфоне все, что надо. Он сам блогер. Да. А у него еще с этим блогером, вот афера. Вот Пригожин, например, да? Ну не просто Пригожин, он сказал что-то, но его ботаферма, сколько там, 50-100 блогеров понесли. Это сила. И это уже попадает везде, потому что люди... А эта информация хуже влияет, чем одно телевидение. Ты одно телевидение выключил и не смотришь. А когда ты с разных сторон, тебе разное мнение залетает, вот там нарративы и сеются. Да, информация... Но мы же тоже можем так действовать. Но мы же тоже можем так действовать, только с хорошим посылом, с правильным. Можем, если мы объединены в какую-то очень большую свободную организацию. Без протоколов. Когда мы поддерживаем друг друга просто потому, что мы поддерживаем друг друга в принципе. Мы поддерживаем свои принципы. Но у нас же тоже, вот как у нас возникло, да, там непонимание. 5-7, вместо того, чтобы позвонить, объяснить, там, ну вот здесь вот закралась какая-то... Нет, он сразу лезет высказываться. Как и я вот это полез. Сразу высказал. Ты в ответ тоже высказал. А потом я такой сижу, думаю, нахрена это все надо? Кому? Кому мы сделали пользу? Так я потому решил поговорить для того, чтобы людям просто показать, что ну, по одну сторону баррикады и конечная цель... Да, и потом мы же не боимся, мы тоже ошибаемся. Где-то не то по мелочи. Некоторые же люди, все, отписывают, что-то сказал. Блин, 20 лет слушал, тут что-то сказал. Отписывают. Вот такой ты сторонник. Почему я был всегда сторонником того, что если человек не участвует, он хотя бы должен пожертвовать деньги. И спасибо людям, много людей жертвовали деньги, там, присылали, там, чтобы я партию не бросал. И это, кстати, заставляло меня не бросать партию. У меня все время возникало, нахрена оно мне надо? И тут раз люди сдают деньги какие-то, ты на это живешь там, более-менее даешь этим самым, у тебя работает структура. Вот
они дали возможность Так сохранить я в это партию. очень сильно верю, почему я говорю, оно дает и эмоциональный заряд, когда тебя поддерживают люди, у меня там Да. на канале там 1020 спонсоров, я уже понимаю, это люди уже присоединяются конкретно к делу, будем так говорить, они причастны к делу. Это Да, совсем да. другое уже дело, чем если бы я сам постоянно финансировал, и нервы тратишь, и время тратишь, и зачем оно вроде как и надо, а когда люди, это уже совсем другие И ощущения. людям надо просто открыто говорить, что нету этих денег у меня. Ведь мы часто стесняемся сказать, что корчишь же из себя, там, я же там вел передачи, там, как стать миллионером, да, там, как стать авантюристом, размышления миллионера. У людей как? Он миллионер, что ему деньги там заплатят. А ты говоришь, ребята, если я миллионер, это не значит, что у меня есть деньги на партию. На партию нужны совершенно Конечно, другие политика деньги. это совсем другие, конечно, конечно. У Порошенко есть деньги на партию, у одного. У него есть порохоботы, у Юли есть, у нее есть Юли-боты. У всех, кто зарабатывал не в рынке. Не в рынке. Когда Абсолютно. ты зарабатывал в рынке, это совсем другие мироощущения и никогда. Вот серьезно. Почему людям открыто говорю, я не себе, даже если бы там не пострадал от войны, финансово, ничего, я бы этого не делал бы. И сразу ориентирую на это, поэтому. Поэтому нам надо думать, продолжать давать формулировки, которые нам нравятся. Может, ты найдешь какую-то формулировку классную, что подхватим. Там они уже есть какие-то выбранные. Можно их улучшать. Их не надо критиковать. А улучшать, а вот если вот так улучшить, ты ж, в конце концов, разумный человек, когда ты говоришь, вот смотри, вот довод, вот такой, вот такой, такой. Ну да, с этим можно согласиться. А с этим, я не согласен. Так давай молчать об этом. Не согласен, когда-нибудь согласись. Я там, конечно же, я буду ссылаться на опыт, да, допустим. А ты скажешь, да зачерпни ты свой опыт, засунь себе его в жопу. Новый опыт идет, новое время грядет. Тогда дай новое что-нибудь, если ты знаешь. Поэтому нам надо терпения набраться. Тебе нравится вот это вот повещать? Вещай. Тебе нравится проповедовать? Тут сама проповедь должна нравиться. И, кстати, чем дольше ты ее будешь говорить, она тем будет рафинированнее, лучше, отчетливее звучать. И, возможно, ты будешь лучше это делать. Кто его знает. Угу. Хорошо, Геннадий, спасибо. Зрителям будет полезно. У вас уже просто солнце село, почти не видно. Ага, село, да. Хорошо, тогда до новых встреч. Будем работать над одной идеологией, можно сказать. Я повторюсь, точно по одну сторону баррикад. И я поддерживаю полностью, надо объединяться, потому что как-то я вот по времени не готов долго ждать. Я, конечно, буду сражаться, я не из тех, кто сдается, но все-таки хотелось бы и реформе всего здесь и сейчас. Я страшно не люблю вот эти обещания, а вот через 10-20 лет здесь и сейчас хочется. И людям Оно хочется. будет еще вкуснее, когда будет долго. Хорошие вещи делаются долго, как в бизнесе. Хороший бизнес планируется на 30 лет. Я себе отвел на это еще 20 лет. До 80 лет. Это мне продлит жизнь. А может потом и дольше. Куда торопиться? Надо еще заботиться о том, как ты сейчас живешь. Тоже ж это важно. Ладно, я смотрю, действительно, меня не видно. Черный квадрат возник. Постепенно, теперь можно думать о черном квадрате. Это прямоугольник. Хорошо, спасибо. Да, все, до свидания. Пока.